Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня интересная, необычная тема. Хотя что необычного в слитках? Их необычность исполнения. Красивая сеточка и необычное оформление. Цветочки, бутоны роз. И такая вот красота у нас готова. Предлагаю посмотреть, связать, порадовать себя. Набираем, делаем такую петельку. И в петлю набираем 11 столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема, это тоже столбик. Набираем 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 11 столбиков с накидом. Затягиваем нашу ниточку. В первую петлю делаем соединительный столбик. И теперь в каждом столбике 3 воздушные петли подъема, это столбик. В каждом столбике надо провязать 2 столбика. 1, 2. В каждом столбике 1, 2. Наша задача такая. Мы набрали 11. Провяжем 22. В следующем ряду из каждого по 2 у нас будет 44. И 3 рядочка вяжем просто ровно. Пускай у нас останется на следочке где-нибудь. А вот в этом месте, чуть-чуть отступив, начнем новый узор. Зеленой ниточкой, да, не удивляйтесь. Такая у меня идея в голове возникла. Схема узора. Сейчас я вам ее покажу. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Схема узора достаточно интересная. Вот она у меня есть. Такая вот кофточка. А мы свяжем с вами просто узор. 2 столбика, воздушную петлю пропускаем, столбик, такая вот воздушная арочка, столбик. Вот. Схему обязательно вышлю, прикреплю. 2 столбика провязали. Внизу пропускаем 1 столбик, вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Следующий столбик, соединительный столбик. 1, 2, 3. Следующий столбик, столбик. Вот так вот наш узор. Внизу пропускаем 1 столбик, вяжем 2. 1, 2. Вот такой раппорт узора. Симпатичный. То есть у нас идет 2 столбика и вот такая красота. Опять 2 столбика мы провязали, пропускаем столбик. Внизу провязали столбик. 1, 2, 3. Закрепили. 1, 2, 3. Столбик. Столбик. 1 пропускаем и 2 столбика. Вот. Весь первый ряд вяжем таким повтором. Все так симпатично получается. Вяжем. Первый ряд узора мы провязываем. И получается, что в самом начале, в самом конце у нас просто будет 4 столбика. Ничего страшного. Может быть, у вас будет и больше или меньше. Вот 4 столбика. Ничего страшного. Вяжем второй ряд. Второй ряд у нас идет просто воздушные петельки. 2 воздушные, 3 и 2. И 2 столбика. 2 столбика мы также сохраняем. Мы их вяжем. 1, 2, 3. И еще 2 столбика. Теперь 1, 2, 2 воздушные петельки. За воздушную арочку столбик без накида. 1, 2, 3. За воздушную арочку столбик без накида. Такая петелька получается. И 2 воздушные. Вот. За столбики. Столбик 1 и 2. 2 столбика у нас остаются неизменными. Мы их вяжем. Опять 2 воздушные петельки за арочку, столбик без накида. 1, 2, 3. Вот такая тут у нас как капелька получается. И еще 2 воздушные и просто 2 столбика. Вот раппорт узора такой. В следующем ряду повторяем первый ряд. То есть всего лишь 2 рядочка.
Раппорт узора вот он такой. Все достаточно просто. Все рядочки повторяются. Довязали до конца и делаем повтор первого ряда. Провязали столбик и еще один столбик. Теперь вот в нашу центральную капельку вот сюда вяжем узор. Столбик с накида. 1, 2, 3. Соединительный столбик в одно и то же место. 1, 2, 3 и столбик. Вот. Все в одно и то же место вкалывания. Легко запомнить, легко повторить. И 2 столбика, которые у нас неизменные есть, мы их просто провязываем. 1, 2. И опять повтор. 1, 2, 3. В центр вот этой нашей капельки. Обманула я вас. Столбик сначала идет. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и столбик. И 2 столбика. Вот. Такой несложный узор. Он ажурный, симпатичный, хорошо смотрится. Вяжем его до пяточки. До пяточки. Узор достаточно простой. В следующем ряду, да, 2 столбика. Сюда мы 2 воздушные петельки, каплю, 2 воздушные петельки. Все. В центр капельки наш основной узор. То есть легко запоминается. Вяжем до пяточки таким очень простым узором. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пяточку будем вязать просто столбиками. И потом займемся украшением нашего следочка. Столбики двойные, узор, узор. И вот столбики следующие с одной и с другой стороны. Вот мы здесь выделили. Вот эта часть не вяжется, а дальше вяжется пяточка. Каким образом? У меня вот тут еще такие лишние столбики были. Ну, сейчас мы их провяжем. Начну вязать в обратную сторону. 1, 2, 3. Развернули вязание. Столбик. Пяточку я предлагаю взять просто столбиками. За арочку столбик. Там, где столбик без накида, столбик. Опять за воздушную арочку столбик. И столбик в столбик. То есть вот по такому принципу я предлагаю вязать. Там, где у нас 2 столбика, по узору мы их тоже вяжем. Не пропускаем. А там, где воздушная арочка, 1 столбик. И между. У меня получается в среднем на пяточку 9 рядов. Это мой размер. Он может быть больше. Можно всегда померить по носку. Либо померьте по своей ножке. Вяжем туда и обратно просто столбики с одним накидом. 9 рядочков. Провязала 9 рядочков. Теперь складываем с изнаночной стороны. Все как всегда. И пришиваем одну сторону к другой. То есть столбик с одной стороны, столбик с другой стороны. Прошили. И все, и соединяем. Делаем шов в одну сторону и в другую. И начинаем заниматься украшательством. Будем вязать красивые цветочки. Прошили туда и обратно. Выворачиваем. И теперь нужно 3 рядочка обвязать. Тут широковато все такое, да? Поэтому будем немножечко сделаем обвязку и немножко подуменьшим. Обвязку будем делать полустолбиками. 1, 2. За столбик я обвязываю вот сюда. И между. За столбик. И между столбиками.
Сильно не чистим. Таким образом. Но сильно редко тоже не нужно вязать. 3 рядочка обвязываем. И потом интрига. Теперь нужно по центру провязать розочки. 3 рядочка я здесь провязала, закончила вязание. Теперь по центру. Центр наш вот столбики. Привязываем розовую ниточку. И вот первый столбик в розовую ниточку мы вкалываем. Привязали, вяжем 1, 2, 3. И еще 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 провязали. С первым столбиком соединили узор попкорн. 1, 2, 3, 4 воздушные петли в центр. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Как салфеточку я вязала не так давно, кто помнит. Это 1, 2, 3, 4. Точно такой же цветочек. С обратной стороны надо в центр перейти с соединительным столбиком и еще сделать воздушную петельку для того, чтобы перейти дальше. Вот. Пропускаем вот один зеленый столбик, а в следующий вкалываем крючок и вяжем опять наш цветочек. 1, 2, 3. То есть через один столбик надо будет вязать, да? Что должно получиться? Смотрите. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня получилось 8 розочек. И потом я еще сделала обвязку по краю. Вот. 8 розочек у нас должно получиться. Один столбик пропускаем, потом цепляемся, вяжем. Опять один столбик пропускаем, цепляемся и вяжем. И ровно по центру. Вот мы этот центр специально и оставляли для цветочков. Такая красота мне получилась. Провязали ряд розочек. Потом, как я обвязывала, да? Вот моя розочка. Воздушную петельку сделала, столбик без накида, воздушная петля. И набираю 1, 2, 3. Не в верхний полустолбик, а в нижний. Провязала розочку, опять воздушная петля, верхний полустолбик. Один пропустила, в один связала, воздушная петля. Опять в нижний полустолбик. Между розочками 1, 2, 3. Примерно одинаковое расстояние. Я посчитала все столбики, которые у меня есть, и поделила на равное количество. У меня получилось, у вас будет, может быть, одно свое, у меня получилось 36 полустолбиков, поделила на 4, получила 9 цветочков. Как-то так. По-разному может быть. Вот такая идея получилась у меня. Достаточно симпатичная, как вам кажется. Ну, мне так кажется, да. На ножки смотрится очень симпатично. Очень интересно, не как у всех. И такая вот весенняя тема. Такие бутоны роз. Как вам идея? Надеюсь, что она вам понравится. И вы свяжете в любом цветовом, да, решении. Можно вообще в один цвет вязать. И будут такие вот еще у нас следочки, симпатяшки. Спасибо, если досмотрели ролик до конца. Идея пришла в голову. Абсолютно не видела нигде ничего. Узорчик мы с вами разобрали, новый наш актив. И такие следочки
тоже у нас есть. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, чтобы смотреть видео-мастер-классы. И смотрим видео-мастер-классы через день. До новых встреч!